Сегодня мы ответим на такой вопрос. Почему некоторые очень уязвимы для инфекций, а другие, наоборот, устойчивы к ним? На той неделе я кое-куда летал. Сижу я в самолете, а все время полета пассажир сзади кашлял просто взахлеб. А у женщины рядом рот был закрыт шарфом. И вот я сижу и пытаюсь не дышать этим воздухом. Это было отвратительно. У меня симптомов не было, но в таких случаях думаешь, интересно, не заболею ли я, ведь я сижу в замкнутом пространстве с кучей вирусов и бактерий вокруг меня. Мы никогда не знаем. Давайте сначала разберемся со словом «уязвимый». Это тот, на кого с высокой вероятностью что-то негативно подействует. И речь сейчас идет о вирусах и бактериях, микробах. Что в первую очередь делает человека уязвимым для микробов? Во-первых, надо понять две главные составляющие иммунитета. Есть иммунитет врожденный и есть приобретенный. Врожденный есть у всех нас с рождения. Эта часть отвечает за быстрое реагирование. В нем уже заложены необходимые функции. Это нейтрофилы, моноциты, естественные киллеры. С приобретенным иммунитетом история совсем другая. При рождении эта система еще не развита. Ее составляют так называемые Т-клетки и Б-клетки. Чтобы этот иммунитет заработал, его нужно обучить. Как только человек подвергается воздействию окружающей среды, различных вирусов и бактерий, организм начинает реагировать, учиться и формировать память. И, столкнувшись с патогеном снова, иммунная система точно знает, что делать. Она постоянно пытается определить, где свои клетки, а где посторонние, чтобы не убивать клетки организма, а сосредоточиться только на патогенах. У некоторых людей в некоторые периоды жизни приобретенный иммунитет начинает сбоить, путать своих и чужих, атакует сам себя, и так развиваются аутоиммунные заболевания. Есть 5 основных факторов, делающих нас уязвимыми для инфекций. Этот список возглавляет стресс. Есть интересные исследования о последствиях тяжелой утраты. Изучали, как тяжелые потери, например, близкого человека, влияют на здоровье людей. Выяснилось, что иммунная система подавлена. Подавленными оказываются нейтрофилы, белые кровяные тельца. А когда иммунная система подавлена, ей хуже удается останавливать микробов. Те попадают в организм и наносят ему урон. Часть процесса контролирует реакция «бей или беги» симпатического отдела нервной системы. Другой частью управляет кортизол. Кортизол — один из основных гормонов стресса. Его производят надпочечники. Кортизол подавляет белые кровяные тельца. Так что, когда уровень кортизола повышен, человек более уязвим для инфекций. Если у вас хронический стресс на протяжении долгого времени, то уровень кортизола снижается. В этом случае пропадает буфер, та сила, которая подавляет чрезмерную иммунную реакцию. Так что проблемы с иммунной системой могут быть как при низком кортизоле, так называемой болезни Аддисона, при которой люди постоянно подхватывают вирусы. Также проблемы бывают и при высоком кортизоле, например, при синдроме Кушинга. В этом случае уровень кортизола высокий, обе крайности делают человека уязвимым для микробов. Очень часто люди начинают постоянно болеть после некоего сильного стресса. Следующий фактор — низкий уровень витамина D. Витамин D — один из самых важных витаминов для защиты иммунной системы, просто потому что он регулирует и врожденный, и приобретенный иммунитет. Поэтому если у вас дефицит витамина D, обе эти системы работать не будут. Организм лишится своих защитных механизмов. Это и есть главная причина, по которой люди простужаются осенью и болеют зимой. Просто из-за нехватки витамина D. Дело тут не в холоде, дело не в дожде. Дело в низком уровне витамина D. Вот почему я всегда рекомендую принимать витамин D в зимние месяцы, а летом чаще бывать на солнце. Далее идет цинк. Он очень важен для иммунной системы. При дефиците цинка вы рискуете подхватить стрептококк, особенно в легких. Там его уровень сильно растет, и с бактериями бороться сложнее. Цинк необходим некоторым белым кровяным тельцам, выполняющим эту работу. Кстати, на планете 1 миллиард человек, у которых дефицит цинка.
И четвертое, витамин А. Он очень важен для слизистых оболочек носовых пазух, горла, дыхательных путей. Витамин А участвует в формировании внутреннего защитного слоя. Так что при дефиците витамина А сильно возрастает риск получить инфекцию в легких. Я вот еще что забыл сказать. При дефиците витамина D риск получить вирусную инфекцию в легких очень сильно возрастает. При дефиците витамина А фагоциты, клетки, убивающие бактерии и убирающие из организма их останки, оказываются подавленными. Так уж сложилось, что есть продукт, в котором много витаминов А и D, причем поровну. Верно, это масло из печени трески. Возможно, ваша бабушка давала вам его в детстве. Далее, витамин С. Он совершенно необходим для иммунной системы и защиты организма от микробов. Нехватка витамина С делает вас очень уязвимыми, фагоциты больше не работают, накапливаются бактерии, скорость производства антител снижается. Теперь можно подвести итог. Вот 5 факторов, определяющих уязвимость для инфекций. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео.